Привет моим подписчикам. Мы находимся в Санкт-Петербурге, в нашем офисе, новом третьем, который открыли. К нам поступила пациент Оля, красавица. Вот. Вообще в Питере красивая женщина. Вы питерская? Да. А? Ну, не совсем, приезжая. Ну, живет сейчас в Питере. Да, уже лет 15. Дети есть, муж есть? Нету пока. Муж есть? Друг. Ну ладно, надеемся, что и дети. Вот. А у тебя проблемы? В шейном и грудном отделе позвоночника. Ну а что в основном болит? Что беспокоит тебя? И то, и другое беспокоит. То есть очень сложно, лечь так, чтобы сразу заснуть, потому что неудобно ложиться, да, то есть сидеть очень долго в статичном положении находиться. То есть, ходить более-менее. Давно начались боли? Боли вообще, они лет 5 начались, и они ежегодно, просто я их поправляю, курсом массажа. Вот. И более-менее все проходит какими-то обезболивающими. А вот последние полгода не проходит. То есть и к нейрохирургу ходила, да, то есть какой-то курс там таблеток, уколов прошел, да, то есть и ЛФК, и потом меня направили, у меня ДМС, направили к нейрохирургу. И мне посоветовали вообще сделать операцию. Вот. Поэтому у вас тут вот сейчас... такой молодой, да, и операция, это считай, инвалид, да? Можно сказать. Вот. И МРТ показал у вас 4 грыжи. Да, как я понимаю, да. А большие грыжи? Не помню. Вообще там нижняя, какая-то, я не очень понимаю в терминологии, да, там на каком-то позвонке 7 миллиметров. Вот. Давайте посмотрим, что у нее, да? Вот. Мы утверждаем в нашем центре, что да. А грыжа, как правило, вследствие смещения позвонков что-то. Подняла, упала, споткнулась, еще что-нибудь. Если произошло какое-то смещение позвонков, развивается патология, нарушается кровообращение и так далее. Позвонки усыхают, диски, и так далее, и развивается грыжа. Со временем, да? И если поставить позвонки в нужное положение, поправить их, вот. Постепенно грыжа рассасывается. Да, потихонечку. Это не только мы говорим, это Саинбеков, профессор с Дагестана, который работает в Италии, вот, с мировым именем, он тоже сам утверждает, он работает по методике, правда, Касьяна, вот, он тоже утверждает, любая грыжа, если поставить позвонки в правильном положении, любая грыжа, она рассасывается. да, со временем она уходит, да. Главное, он делает 10 сеансов, если сложно, очень тяжелые грыжи, он делает 2 курса по 10 сеансов. Но, говорит, сложность бывает, 5-7 сеансов сделаешь, боли все уходят, они перестают ходить. И больше не приходят. Вот. Но кто хочет на самом деле до конца долечиться, они потихонечку уходят, да, вот, доводят до совершенства позвоночника, восстанавливают кровообращение, и все проблемы обходятся все без операции. И мы хотим, чтобы ты тоже обошлась у нас Без операции, потому что данная операция, она просто... Потому что операция все, это разрезали, сшили, все, нарушили. Все, там уже потом ничего не сделаешь. Вот. А потом лезет повторно грыжа или еще что-нибудь, а уже... То есть это уже инвалидность по факту. Да. Ложись, посмотрим. Вначале мы пропальпируем, посмотрим. Любой смещенный позвонок или компрессия, или ротация, вот, он дает спазм или боль в той или иной области. Пальпируем и определяем. Где конкретно, в какой области, Да, проблема, да? смещение или позвонки. Да. И потом, когда делаем манипуляцию, снова проверяем. Если спазм боли ушла, значит манипуляция сделана правильно. Правильно, да. И следим. Если боль, спазм остается, значит что-то не идет. Или не так делаем, или запущено настолько, что... Вот. Проверяем. Так, Проверяем. отпусти. Расслабь. Больно? Да. А здесь? И тут больно? А здесь? Нет. Вот. То есть мы сразу находим, здесь все у меня спазмировано, и средняя, и малая ягодичная мышца. То есть по ним даже можно определить, какие. Вот. Да. Отпусти. Здесь. Вот. Если здесь натянуто, мы знаем, это нижние грудные, верхние поясничные. Вот, их даже видно, их выдавило. Или она подняла что-то тяжелое. Спортом не занималась, штангу не поднимала? Давно. Давно? Не поднимала, нет, плаваю только хожу. Да? Ну, что-то ты тяжело поднимала, потому что позвонки вот эти вот вылезли, поднялись. Полностью. Вот. Их надо сажать. Как их только подсадим, вот эти вот боли, натяжения уйдут сразу. Проверяем здесь. Опустим. А здесь? А здесь нету. То есть проблема идет по левой стороне. Вот. Так, делает Рогов Виктор у нас, специалист.
Вот. Давно занимался и массажем, мануальной терапией. Вот, рвался к нам Костоправы. Ездил в Москву с женой, приезжал, потом узнал, здесь приехал. Вот. Долго учился у нас и тренировался на своих пациентов, а сейчас почти полностью перешел к нам уже. Опыта набрался. Ну, Виктор, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Ну, я вот здесь смотрим, да, у нас позвоночки подсели, сошлись. Мы немножечко их раздвинем. Да. И Давайте, где у нас? Вот это. так, поднимите, пожалуйста, Да. животик. Вот так. Ложись. Давайте. Так, ручки, пожалуйста, либо вниз, либо в бок. Как вам удобно? Нет. А, Вниз, вот так? пожалуйста. Да. Вот. Давайте будем их одновременно раздвигать и подсаживать. Так, Ау! все. Вот. Потерпи, чуть-чуть, потерпи. Чуть-чуть. Это немного. Если эластично, не надо сильно бить. Нет, так они ластятся. нормально, они разошлись. Потерпи. Бывает позвонки эластичные, надо подбирать силу. А бывает настолько каменные, Тихо. что у ребят даже у сильных не всегда получается. Меня зовут на помощь. Тяжелая артиллерия. Тяжелая артиллерия. Чуть-чуть еще. Еще чуть-чуть совсем. И вот сейчас посмотрим. Ну, у Виктора такая сила, что я моя помощь не нужна. Я тихонечко. Нет, всё. я говорю, когда каменные Они попадаются. у нее очень мягкие. Здесь все разошлось. Ну, все. Давайте посмотрим. Да. Давайте проверим. Здесь никогда не надо торопиться. Поднимите, пожалуйста, сделаем. животик. Свой. И Да. давайте посмотрим. Давайте Давайте посмотрим. посмотрим. Немножко сделали, проверили. Вот. И ну все, не бойся, расслабься. Отпусти. Ну-ка. Вот смотри, сейчас нажми. Не больно уже. Не больно. А здесь? Ну, да, отпусти. Ну, тут немножко больно, да. Вот смотри, мы здесь немножко раздвинули, декомпрессию сделали. И средние и малоягодичные уже спазмы ушли. Да. Но вот здесь тянет, потому что их надо еще немножко. Немножко, да, подсадить, потому что они немножко подвылезли. И Да. немножко их И, потягивать чуть-чуть. да, и тогда вот это отпустим. Давайте еще немножечко поднимем животик ваш. Вот так, секундочку, здесь. Вот так, да, головку на бок. И расслабься. Только не бойся, расслабься. Когда ты расслаблена, они, когда напрягаешь мышцы, они не слушаются, не идут, позвонки не держат. А нам надо, чтобы они пошли туда, куда нам нужно. Все, потерпи, радость моя. Потерпи чуть. Все. Тихо. Идут ручки? Да. Ну все. Немножко, конечно. Все. Чуть-чуть осталось. Ну потерпи. Все, не напрягайся. Ну, все. Ну давай проверим, чтобы она успокоилась, дай ей отдохнуть. Бывает, люди очень чувствительны к боли. И надо давать им отдохнуть, да? Ну, потому что тяжело она подняла что-то, позвоночник немножко приподнимались. Есть, бьешь, лежат. Ты говоришь, бей, Юрий Викторович, бей, не обращай на нас внимания. А еще чуть заденешь. Болевой порог очень высокий, поэтому есть. А есть, конечно, люди Все, проверяй. немножко. Смотри, сейчас. Лучше уже. Вот, чуть-чуть подсадил он, да? Понимаешь, да? Чуть подсадил, и сразу спазм уходит. То есть появляется более-менее правильный физиологический изгиб. Понимаешь, да? Ага. Да. Потому что здесь сложилось вообще практически очень. Ну, где-то она что-то подняла тяжело. Да, его нет фактически. Вот. Прямой вообще. Или прыгнул, или что-то. Вот. Просто так они же не выдавят их. Или, может, сидишь, ну, Много сижу, да, с вот так компьютером. вот сидишь, Да, зарядку не делаешь, ну, или делаешь. плаваю. Ну, надо еще мышцы укреплять, кроме плавания, делать специальные упражнения. Угу. Любые профессиональные пловцы, они всегда делают специально, и еще на земле тренируют, понимаешь? Одним плаванием, кто увлекается только плаванием и ничего не делает, они ошибаются. Если плаванием занимаешься, надо и на земле заниматься специальными упражнениями на... Надо укреплять вертебральные мышцы, потому что они основные, кто держит у нас позвоночничек. Если просто на одном плавании и все, и больше ничего не делают, это ошибка, это неправильно. Надо на земле делать специальные Аэробные упражнения. нагрузки были раньше, а когда заболела, все, сказали, что ничего делать не надо. Никаких упражнений, никакой физической нагрузки. Так, а кто сказал? Ну, невролог. Да? Да. Невролог сказал. Да. Ну, если невролог сказал, Ну, а кого еще слышат это врачи? все. Ну да. Да, невролог сказал, а теперь что? За этим же идем к врачам. Ты знаешь, больше все неврологи, ты знаешь, да, чудо какое происходит.
Сейчас смотришь в Ютубе, все неврологи стали физкультурниками, блин, все на упражнения ушли. А все физкультурники перешли в неврологи и стали лечить людей. Ты заметил? Смотришь, как невролог, все, упражнения показывает, да? Смотришь, как физкультурное образование высшее, да? Он показывает то, что невролог должен заниматься, а они этим не умеют. Ну ладно, бывают такие ляпы. Нет, есть прекрасные неврологи, хорошие врачи, есть такие. Отпусти. Отпусти. Так, ну что, посмотрим давай еще. По напряжению посмотри где. Чуть-чуть, да? Тихо, тихо. Вот, чуть-чуть надо расслабить. Все, чуть-чуть. Чуть-чуть, потому что у вас напряжены здесь мышцы. Очень все напряжено. Да, ну давайте так, давайте мы сделаем маленечко по-другому. Да. Мы сделаем по-другому. Даже пальцы Давай, онемели, подождите. Вот смотри, ты давай. Лучше 2 раза, но потихонечку. Если они эластично идут, чем 1 раз посильнее. Давайте мы сейчас здесь немножко сделаем. Тихо, расслабьтесь. Они хорошо у вас идут. Все, Они у вас хорошо идут. Тихонечко, тихонечко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас. Расслабьтесь. Пальцы. Единственное, что здесь вот есть провокация, здесь у нее вот, сколиоз. Так. И чуть-чуть тут. Вот, смотри, Виктор. Подожди. Так, ножки у меня ровные. Хорошо. Вот, ну, у нее вот здесь находится вот сколиоз, начинается, поэтому у нее и идет напряжение, идет мышечный спазм. Вот. Так, вот сколиоз, когда сколиоз, вот, давай не торопиться, сколиоз всегда, если сколиоз идет классический сколиоз, он начинает с 4-5 позвонка. Поэтому мы сейчас переходим на тазик, на крестец. Ложись на спинку сейчас. Давайте посмотрим. Да. Крестец. При сильном сколиозе делается вначале одна половина туловища, потом другая. Через некоторое время сразу делать лучше не делать. Вот. И смотрим. Так, вот больно? Вот, А здесь? Ай, да. То есть вот Ай, лобок, он не больно. спазмирован, особенно с правой стороны. Ай, да, Смотри, вот видишь, тут какой вот спазм идет. Вот. Ну-ка справа. А, вот Здесь. тут вот больно. Ай, Чуть-чуть. Вот когда сбоку у нас спазм Натяжение. идет, натяжение, это грудной. Если справа, значит справа зажатый. Да. Вот, и слева с левой. Так, ну мы сейчас поправим крестец вначале. Смотрим 4-5. Если сколиоз начинает с 4-5, здесь покажет боль напряжения. Отпусти. Расслабь. Не больно здесь? Нет. Ну, так 4-5. терпимо. Хорошо. С этой стороны хорошо, да. И здесь смотрим. Ну, красота. Не больно? Ну, так терпимо. не Значит, знаю. 4-5 нормально. Нормально состояние, Знаешь, да? у нее какой-то был выше этого. Нет? Ну, да. Не больно? Ну, тут вот больно, Вот. да, это же. Да. Знаешь, Нет. внутри. То есть, если позвоночник ротирован или сжат, по животу можно определить тоже позвоночник. Даже легче бывает это. То есть, если позвоночник стоит хорошо, позвонки на своем месте, то пальпируя живот, мы не найдем никакого напряжения. Да? Вот. Если, допустим, расслабь, На. вот, видишь, какое напряжение? С правой стороны. То есть Да? мы смотрим, какие позвонки иннервируют эту область, поправляем, и вот этот спазм напряжения в животе уходит. Должно уйти. Да. Смотрим здесь Это- тоже. Вот мы сейчас проверим. Ложись на животик. Смотрели? С обоих сторон, слева справа, значит, там компрессия сильнее ездит. Да, больно есть. даже Все, вот все, так. все, все, все. Компрессия есть. Потерпи немножко. Не бойся. Здесь Вот хорошо, где а проблема, там позвонки очень болезненные. Ну, потерпи.
Все, 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 все. Ну, Чуть, подождите, подождите. ну давай, Да, давай, чуть более Все, пошло. Все. Посмотри, сейчас по спазмам. Мышцы расслабились вдоль позвоночника. Здесь, да? Да? То есть мягче стало. Мягче стало, да? Ну, все. Так, расслабься, а то я так не проверю. Я сейчас не бью тебя. Стало мягче. Подожди. Все. Не напрягай. Я проверю. Все. Мягко. Здесь мягко. Отпусти. И здесь мягко стало. Проверяем, на спинку На ложись. спинку ложитесь, пожалуйста. И проверяем по животику. Если манипуляция правильно сделал, То боль должна... да, уйти. Все, расслабляйся. Отпусти. Вот смотри, я снова нажимаю здесь. Вообще не больно. Вот сильно нажимаем. Да, не больно. То есть А боли здесь? сейчас нету. У нас сейчас готовится, уехал домой пока, Денис, да? Он занимался как это, Скажу. висцеральным массажем. Висцеральными Да, практиками, да. висцеральными. И вот когда он у нас начал смотреть, и вот, ну, когда мы начали убирать, Пока говорит, мне, чтобы это напряжение снять, мне 2 часа надо, Надо. чтобы вот, ну, потихонечку, Убрать, да, да, убрать. потихоньку всё. А здесь за 1 секунду раз, и все, и нету, да? Он так удивился. Ну, что самое интересное, да, если позвонок не поправить, хоть он за 2 часа расслабил, если на Но следующий потом день, опять возвращается назад. а всё. позвонок-то не Да, то поправил. есть он остается в той же позиции позвонок, и потом опять начинаются спазмы, мышечные Нет, спазмы. висцеральный массаж нужен, потому что есть, допустим, желудок опустился, или Печень, кишки, с печенью там ну, проблемы смещение, бывают. когда есть, да, вот, и когда вот эти вот убрал, миофасциальный, это не корешковый, это миофасциальный тоже синдром, вот. Когда поправил позвонки, вот эти боли убрал, и потом уже можно проверить, где если желудок поднять или еще кишочек поднять, да, Дополнительно, да. дополнительно там Да, делать, да. практики, конечно. Смотри, мы сейчас спазм убрали, боли нету, да? Нету Нету. боли никакой? Нету. Так, переходим тут на больно. лобочек. Тут Да. больно. И сейчас И тут поправляем крестец, вот это убирай, и на сегодня хватит. Ложись на живот. Дайте, пожалуйста. Вверх, вот сейчас грудные позвонки мы пока трогать не будем. Давайте Если еще раз посмотрим. придешь через недельки-две, Так, Вверх болит больше всего. а? Вверх болит. прям. пожалуйста, Это я даже не чуть-чуть. чувствую. Ну, мы давай фундамент основания Право. сделаем И правильно. Ручки повдоль, либо, значит, ручки мы положим. Так, давайте ножки ваши посмотрим. Ага, чуть-чуть у нас есть расхождение. И ножка у нас получается правая. Да, и боль была у нас. Воздушно смотрим. Ну, вот она у нас чуть-чуть тоже. Ушла. Спокойно, спокойно, спокойно. Ножки давайте посмотрим ваши. Ну, вот. И пяточки очень ровно стали. Все. Так, проверяй. Да, надо проверить. На спинку. На спинку, пожалуйста, лягте. Любезно. И давайте посмотрим снова, что у нас. Отпусти. И снова проверяем. Смотри, так же жму. Нет, вообще по такому вообще Здесь. не больно. Чуть-чуть крестец поправили, и сразу в районе лобка все спазмы боли ушли. Да. Бывает настолько сложные смещения, что приходится посильнее. Видите, и копчик, когда загнутый, там, ну, сильное Ну, падение. здесь. Все, не больно, да? Нет, вообще ничего. Вот. Так. Давай не будем торопиться. Угу. Если тем более у тебя сколиоз и там 4 грыжи, да? Вот мы сейчас первую половину сделали, выставили. Угу. Вот. Ты немножко походишь недельку. Если я на ту неделю еще здесь буду. А, Вот. хорошо, да. И если у тебя 4-5 дней пройдет, ударчики пройдут, мы не сильно тебе делали, Мгм. на следующей неделе прям записывайся. Угу. И мы посмотрим, что осталось, и будем Да. уже вверх делать. Да, хорошо. Вот. Как раз бывает вверх, когда у тебя здесь все поправляется, и верх начинает выправляться, и там бывает и И так получше, и вверх, да? уже лучше. Да. Да. Основу мы сейчас выставили, а потом будем вверх делать. Ну, такая схема. Угу. Вот. А Если это мы тоже сейчас... болевой сейчас эффект будет или вообще его не будет? У всех по-разному. Всех по-разному. Бывает очень сложные смещения, или там это. Бывает прям на 2-3 день аж пошевелиться не могут. Угу. Особенно, когда вот девушки приходят молодые, там сильно 4-5 смещены. Бывает так стукнет, чтобы он стал на место, что они 2 дня там, я, наверное, умру, я пошевелиться не могу. Орут, плачут, да, 2 дня. А на 3-й день начинает все отпускать боль, отек спадает,
На третий день хорошо, на четвертый лучше, а на пятый прибегает, говорю, Вик, я тебя поцелую, у меня все прошло. А первые 2 дня на меня там. Ну, обычно кто вот на меня злится, да, и они от раздражения еще хуже бывает. А кто нормально. Позитивом, да. У них это быстрее все идет. Да, и верят, да, и хоть и больно, улыбаются, плачут, успокаиваешь их, и нормально. У них быстренько все заживает. Ну хорошо, спасибо. Ну, у вас, я вот думаю, что будет позитивная девушка. У вас все должно быть хорошо. Да. Еще приду наверх к вам. Не, ну вы придете к нам, мы Давайте. посмотрим. Вот сейчас 4-5 дней пройдет, Мгм. вот почувствуешь, если ударчики прошли, и у тебя уже низ легко стало, да, вот этих не будет тянущей боли и так далее. На той неделе я здесь буду, запишешь по телефону, просто позвонишь, Мгм. вот, и придешь, и мы тебе вершит работу. Да. И там уже посмотрим. А в этот период можно что-то, я имею в виду, что ходить, плавать? Нужно, Нет, плавать нет. нет. Плавать нельзя, да? Ходить хорошо, да. Ходить хорошо, очень хорошо. Ходьба спокойно, она позволяет восстанавливать кровообращение позвоночника. У позвоночника есть своя кровеносная система. Мгм. И за счет вот движения, вот то, что ты ходишь, она идет за счет диффузного, ну, вот этих вот ходьбы. Вот, Мгм. за счет диффузии идет питание позвоночника. И они тогда не усыхают, не садятся. Мгм. Вот. А кто много сидит и не ходит, допустим, зарядку не делает, питание нарушается, движения нету, и позвонки усыхают, они начинают это, ну, садиться. Мышца ослабевает, и любое движение, что-то подняли, груз, еще что-нибудь, мышцы уже не держат, они, и все. И приплыли. Вот. Всё, спасибо Картина большое. Репина приплыли ко мне. Да. Приплыли к вам. И к нам После всего, приходят, да. приплывают, прилетают. Ладно, все. Привет моим подписчикам, следите с тобой. Не запускайте, если что-то, лучше придите один раз сделать, если не запущено, чем потом, через 10 лет, когда уже начинает спондилоартрозы, грыжа, потом учиться, да, потом учиться уже делать больше сеансов и так далее. Всем привет, приходите. Всего хорошего. Представляю Рогова Виктора. Вот, приходите, прекрасно делает, вот, хорошие отзывы. Вот. Его и пациенты к нам приходят тоже, кому он раньше делал. Вот. Ну, а тебе здоровья, поправляйся. Спасибо большое. Всем Всего вам привет. хорошего.